Я достаточно долго размышляла, что же мешает человеку быть счастливым, стать счастливым и наслаждаться собственной жизнью. И пришла к выводу, что это зависть. Зависть просто сгрызает жизнь человека. Зависть не дает спокойно наслаждаться. Зависть заставляет мозг все время убегать. Убегать на чужие цели, убегать на чужие жизни, убегать на чужие ценности. И так необходимо дать вам еще одну ритмомеру, которая приведет к настоящей свободе и к праву на личную жизнь. Итак, ритмомера – зависть. Как всегда, хотелось бы начать с состояния. Откуда она берется, зависть? Что это за ощущение, что это за чувство такое, которое может поглотить все внутри человека, сделать его злым, эгоцентричным, глубоко несчастным, но он даже этого не замечает. Человека разносят в разные стороны, просто взрывают суперчувства. Очень активным становится ревность, очень активное внимание, постоянно горящие глаза, которые просто требуют «сравнил, сравнил, сравнил». А у него лучше, а я туда, а у нее лучше, а я туда. А где же я? А где моя собственная жизнь, которой надо суметь насладиться? Каждому человеку жизнь отведена не на такой уж долгий срок. И тратить все свое внимание на достижение чужих идеалов означает потерять собственную ценностную ориентацию и потерять ее настолько, чтобы уже не фиксировать собственную жизнь. Человек, находящийся в состоянии зависти, мне всегда напоминает существо, которое огромный океан начинает бросать по волнам. И вот как-то раз я наблюдала за человеком. Я не могу сказать, что он был плохим человеком. Нет, он был крайне интересным человеком, с высшим образованием. Человек занимался кристаллами. Человек очень хотел иметь хорошую семью. И у него как бы все было как у всех. Но вот в один момент мы оказались вместе с ним в Перу, и он пошел купаться в океане. Там были волны, человек был в очках, а рядом плавал мертвый тюлень. И такая огромная туша на него начинала надвигаться. Мы были на берегу, нам было все видно, но ему-то это было не видно. И вот представьте, на мгновение человек пытается плыть, он пытается получать наслаждение и терять свои очки. И в этот момент зависает туман, начинается дождь, и уже мы пытаемся спасти данного человека. И так жизнь этого человека не закончилась на счастливой ноте. Нет, она еще продолжается. Но человек попал в очень сложную ситуацию, как говорят сейчас в этом мире, его подставили, и он, как ему кажется, за чужие промахи сейчас отбывает срок наказания. Хотя, если мы вспомним, что же двигало человеком всю его жизнь, о чем он рассказывал, почему он оказался в Африке, почему он пытался гоняться за Снейк-Даймом,
Почему он пытался даже у змеи вырвать этот камень, который считал очень ценный? Что надо было этому человеку, когда у него уже было 2 семьи, несколько детей, и, казалось бы, все ладилось, а нет, а мозг сжигала зависть, вот то совершенно аномальное чувство, которое его просто вынуждало и говорило: больше, больше, имей еще больше, тебе еще мало. Откуда же она рождается? Как она берется, эта зависть? Можно ее объяснить кармой, поскольку кармическая энергия в квадрате, и, может быть, человеку постоянно хочется видеть ее материальной. И, естественно, тогда вольно-невольно все переориентируется внутри мозга, и теперь ты видишь только результат деятельности людей. Ты не видишь, почему это они имеют, почему они это являют собой, какой труд стоит за той картинкой, которую они хотят тебе показать. А может, они тебя просто дразнят, а может, они тебя просто раздражают, а может быть, они специально начинают совершать поступки, начинают принимать позы, начинают тебя попросту дразнить. Может, это все, что у них есть. Может, у них есть единственное колечко, но именно для тебя они будут демонстрировать это колечко. Может, у них остался единственный завиток волос, но именно на него вы посмотрите. Так можно ли из зависти сделать пользу, или зависть – это такое сплошное зло, которое мешает, мешает и мешает? А может быть, все-таки мы ее сейчас перевернем и из жажды постоянного ослепления огромным количеством эмоций извлечем нечто полезное. На то она и ритмомера. Если вы ее сделаете из самой жесткой, жестокой зависти, которая всегда приводит человека к наказанию, и любое наказание следует из-за зависти, вдруг, переориентировав зону внимания, если мы дадим человеку другую точку сборки, может быть, он и войдет в собственную жизнь.